Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами поговорим о машине, которая поможет вам прокачать советские тяжелые танки, такие как Объект 705, С4, СТ-2, 2, соответственно, и ИС-7, а также Объект 277. Это советский премиум танк 8 уровня ИС-6. Машинка довольно-таки специфическая, скажу сразу, то есть у меня был этот танк, правда у меня был он вроде черный, да? Но, к сожалению, мне не зашел. Не потому, что машина плохая, а потому что просто, наверное, не мой тип техники. Говоря о танке, машина довольно-таки специфичная, как я уже сказал, но в то же время интересная. То есть он льгот, это, во-первых, то, что должно вас при покупке мотивировать. То есть танк не видит 10 уровня вообще, имеет довольно-таки интересное бронирование. Не топовое прям, конечно, но отбивать может вполне. Рикошетную форму и довольно неплохое орудие. После апа вообще, пойдет. Что по пушке у нас? 196 бронепробития, 390 альфа. В принципе, это стандартная альфа для советских тяжей. Имеет ДПМ в стоке 2086 очков. Ну, то есть это неплохо. Пушка не самая точная, 0.42. Не самая, скажем так, не с самым хорошим сведением. 2.68, но тем не менее вы стрелять будете чаще всего в ближнем бою. И для этого, пушки больше, чем достаточно. По бронированию у нас 110 по кругу. Это ни много и ни мало. Мы посмотрим чуть попозже Collision модель. Я расскажу о слабых зонах. Они у него есть. Их не так много, но есть, тем не менее. Сейчас все обсудим по сборкам. Я отметил для себя две сборки. Мы сразу с вами соберем танки, поговорим об экипаже, потому что прошлое видео мое по суперпершингу, оно было, скажем так, незаконченным, потому я решил немного добавить информации. Если вам интересно видео, какой прем купить, в 2022 году я специально для этого и создаю вот эту вот подборку о технике премиум, потому что танков много, разобраться нужно в том, какой из них лучше. Я думаю, это не главная вообще тема, какой лучше. Главное то, что хотите вы качать. И от этого стоит отталкиваться при выборе этой техники. Потому что ее реально много, есть нагибучие премы, но в основном они не продаются. А когда продаются, это обычно короткий срок продажи. Потому вернемся к нашему S6. Видео про першинг смотрите либо в плейлистах, либо в описании под видео. Итак, начнем с перок экипажа. То есть, что вам нужно будет первое качать на этом танке? Это обязательно у командира будет лампочка, дальше у всех остальных ремонт. На втором перке у командира будет ремонт, у остальных уже качать боевое братство. И в таком вот формате. Я не буду выставлять эти перки для сравнения, пока пройдемся просто по сборке. Есть две сборки. Одна на точность и скорострельность, вторая на скорострельность и количество очков прочности. То есть первая сборка это у нас стандартный вентилятор, это обязательно досылатель. И третья это стабилизатор. Потому что советские танки, они особо не имеют стабилизации. Я думаю, вы это все понимаете. И вторая сборка это у нас уже идет... Также идет вентилятор, также идет досылатель. Но третьим мы ставим улучшенную закалку, для того, чтобы у нас было больше очков прочности. А теперь сравним, посмотрим эти танки и сделаем определенные выводы. То есть в стандартном комплекте на скорострельность у вас будет 1550 очков прочности, но с закалкой 1680. Вот эти вот 1680 это для игроков, кто любит ближний бой. То есть если вы не боитесь на тяже ехать вперед, танковать, то есть и вам нужно... реально быть постоянно на первой линии, это сборка для вас. То есть вы сможете на один выстрел жить дольше, а это важно. Вторая же сборка, я играл именно на такой, которая 1550 очков прочности сток, на скорострельность, на точность, на стабилизацию. То есть, в принципе, годится для всего, универсальная, в бою тоже можно стрелять, но, соответственно, на выстрел меньше вы живете. В остальном машина довольно интересная. Давайте с вами сейчас обсудим бронирование и посмотрим уже все-таки бой. Переходим к бронированию. Collision модель этой машины выглядит вот так. 110 мм по кругу в корпусе у нас. Хорошие, неплохие достаточно борта, от которых можно без проблем танковать ромбом. То есть это основное, что вам нужно выучить на тяжелых танках советских. У них у всех хороший борт. И подъезжая к какому-то препятствию, вы немного откатываетесь бортом, танкуете урон. Но есть и слабые зоны. И главная его слабая зона, которую просто я не могу терпеть лично сам, потому что мне в нее, не знаю почему, всегда шьют, это вот эти вот две башни. Это просто боль. Это реально боль. То есть вы должны понимать, что если против вас попадается скилловый противник, он будет пробивать вас либо в крышу, которая также имеет неприятный скос, либо вот в эти две шишки. Это прям неприятные зоны. Плюс также у него есть уязвимые зоны в маске. Вот особенно, если от вас смотреть, это будет с левой стороны. То есть там 217 миллиметров. Не удивляйтесь, если в левую щеку вас будут пробивать. То есть
Старайтесь, да, знаете, как говорят, подставлять правую, чтобы, так сказать, хоть что-то рикошетить. НЛД у нас рыхлый, 223, но танк имеет достаточно интересную форму. У него нет классического щучьего носа, но, тем не менее, у него есть хорошие скосы, и имея небольшой доворот, ваша броня начинает приобретать довольно-таки интересный характер. То есть вы должны постоянно, когда выезжаете на противника, одно из двух, либо не выезжать на него в лоб, либо, если вы уже выехали, немного стараться отвернуть от него ваш корпус, при этом вращая башню. Вы таким образом будете создавать дополнительное бронирование для вашего танка. В остальном броня, в принципе, удар держит одноклассников, если, конечно, они стреляют не голдой. Если танки ниже, там 7-6 уровень, которым вы будете попадать тоже довольно часто, это вообще проблем никаких нет, вы будете для них практически неуязвимы. Ну, только если, конечно, они не будут выцеливать и стрелять по вам голдой. Это тоже нужно учитывать. То есть, мое заключение такое. Броня не эталон, но пойдет. То есть, кое-что танк отбить может, и это для новых игроков особенно. Такая броня подойдет для того, чтобы учиться танкованию в принципе. То есть вы сможете на этом танке закрепить основы для себя и понять, как в принципе нужно танковать на этой машине. Поэтому давайте с вами посмотрим бой. Карта у нас затерянный город. Как видим, сетап просто эталон, то есть его закинуло в самый топ. Ниже только шестерки, семерки, мало восьмерок. Он играет, у него 22 ББшки с пробитием 196 и альфой 390, это ваш основной снаряд, то есть на котором вы должны играть, чтобы фармить, и 12 подкалибров с пробитием 225. Подкалибры, конечно, не эталонные, если сравнивать лоб в лоб с суперпершингом, там подкалибры 258, и это на порядок как бы посерьезнее, но и альфа, конечно, у першинга ниже, там всего лишь 240 единиц. Но по бронированию они примерно равны. Вы должны отталкиваться, если сравнивать именно эти два танка, они оба льготы, то есть оба интересные по-своему. Если хотите качать советов, это ИС-6. Если хотите качать американский паттон, в чем также минус першинга, то что вы сможете на нем прокачать лишь один танк, это паттон будет, то, конечно, советский танк сможет вам прокачать гораздо больше танков. Ну, если вы просто хотите приобрести прем для фарма, можете выбирать больше по тому типу геймплея, на котором вы хотите играть. Они очень похожи. То есть, как першинг похож на тяж, так этот классический тяж. То есть, вы должны понимать, какой вам просто танк ближе. Я бы выбрал для себя и тот, конечно, но если выбор идет из чего-то одного, то выбирайте, наверное, супер першинг из-за того, что просто банально он дешевле. Это хороший вариант, то есть сэкономить и получить, грубо говоря, цена-качество, чем переплачивать за ИС-6, он гораздо дороже. Видим, что он выехал нестандартно немного, не совсем в Т-позицию. Бой у нас штурм. В принципе, я на штурме не играю лично, то есть я играю в основном просто стандартный бой. Мне вот эти режимы штурм там, они не нравятся. Поэтому, наверное, это его, в принципе, правильная позиция. Он здесь закрыт, сзади союзники, думаю, да. Видим, что АТ-7 его не пробивает, то есть это, в принципе, обычная ситуация, в том плане, то, что ну, у танка есть все-таки броня, и так просто его пробить на таком уровне боя не каждый сможет, конечно. Проезжает немного дальше, видит, что светится очень большое количество противников именно перед ним, потому что они заняли также позицию, в спину приехал ему Су-100, должен Су-100 пробивать, не попадает, он еще и сток, 650. Второй выстрел в этом бою, он его ваншотит. Взрыв боекомплекта. Прикольно получилось, конечно. Работает против АТ-7. Как видите, пушка, если стрелять без сведения, она не самая точная. Это, конечно, минус. Советские дрны, они отличаются, конечно, всякими забросами, но, тем не менее, иногда они, конечно, и не попадают в упор. Видим, что он немного доворачивает в обратную сторону от АТ-7 корпус, что создает дополнительный наклон и позволяет ему рикошетить. Видим, что у него уже 1700 урона и 585 заблокировано. АТ-7 не самая, конечно, машина альфовая, потому по нему, в принципе, никто много не забросит. Дает в спину гусю, в затылок. 2100 урона. Ну, то есть в этом бою парень настреляет хорошее количество урона, то есть нафармит большое количество кредитов, но абсолютно точно, сколько он заработает, я сказать не смогу, поскольку я думаю, что он играет с боевыми резервами, и это очень важный аспект. Если вы хотите действительно фармить заоблачные цифры, вам нужны боевые резервы. А для того, чтобы их заиметь, нужно выполнять разные задания и так далее. Ну, я думаю, вы в курсе. Видим, что у него также 2 отметки на стволе, то есть парень играет довольно часто, настреливает, видимо, хорошее количество урона.
проезжает немного вперед. Справа получает от Скорпиона. На карту, видимо, не посмотрел, то что там светился Скорпион. Скорпион очень неприятная машина. Мы также на него сделаем обзор. Потому что это хорошая ПТСАУ для того, чтобы фармить серу и прокачивать немецкую ПТшку. Т-150 делает глупость. Сейчас умрет от Скорпиона. Там 490 альфа. И скорее всего для него это ваншот. Итак, смотрим. Ну что, вот то, что я говорил, Скорпион забирает Т-150. Вы должны, ребята, понимать то, что я говорю об этом в большом количестве своих видосов, о том, что вы должны свои очки прочности в начале боя экономить. То есть это очень важный аспект, потому что чаще всего игроки совершают ошибку, проезжая в такие позиции, либо по незнанию, либо по глупости, и теряют большое количество хп, которое вам потом может пригодиться. И это очень важно. То есть, когда вы выехали и потеряли там 70% своих очков, вы же понимаете, что в случае, когда вам они понадобятся, вы просто не сможете ими воспользоваться. Поэтому играйте вдумчиво, смотрите, куда движутся союзники, переезжайте, если это нужно, не бойтесь сменить позицию, но старайтесь быть нестандартными, потому что если вы будете стоять все время в одном месте, если бой этого не требует, это будет, друзья, неправильно. Потому экономьте свои очки прочности, смотрите на мини-карту. Мини-карта — это вообще важная составляющая игры, и это очень важный аспект, то есть вы должны смотреть на мини-карту. Без нее просто вы слепы, честно. Дает 2 выстрела по Пантере без каких-либо проблем, у него 3317 уже урона. Будет добирать Пантеру, если союзники не заберут. Увы, союзники забирают, справа видит АТ-7, дальше уже подъехал Скорпион. Так, выцеливает шишку на АТ-7, без каких-либо проблем ее добирает. Видим, что светился уже близко Скорпион, в спине был Е25, который его не пробил. Миникарта — это ваш, скажем, имбовый такой элемент игры, который может вам подсказать о движениях противника, движениях союзников, чтобы не крутить головой по сторонам. Не пробивает каким-то образом Скорпион, вот эта новая механика, не попал в броню, пишет. Видимо, снаряд куда-то упал, застрял между колес, черт его знает. Скорп его пробьет. Везет, не пробивает, попадает в гусеницу. Скорб имеет хорошее бронепробитие, там 246 мм. Это немало, то есть это больше, чем у вас есть в лобовой проекции, если не доворачивать, конечно, корпус. Но везет ему, танкует гуслей. Второй раз танкует гуслей. То есть, как видите, если отворачивать и умело пользоваться своим танком, можно действительно отбивать такие даже снаряды, как у Скорпиона. Но танк довольно медленный, то есть, как вы видите, это классический советский тяж, который не имеет прям какой-то сверхдинамики. Неприятно получает шот от Хумеля. Артиллерия. Если вам не нравится артиллерия, ставьте лайк, будем понимать, как у нас. В спину заезжает Бараск, неприятный барабан. Не хватает альфы добрать его, к сожалению, но и Бараск его не пробивает, а также ловит сразу же рикошет от Скорпиона. То есть это, ребята, показательный бой того, что этот танк может, ну, учитывая, конечно, долю везения. Еще раз, не везет ему с альфой, 2 раза пониженная вылетает. Первый раз по Бараску и второй раз вот по Скорпиону. В этот раз уже Скорпион стреляет наверняка с полным сведением. Конечно, он пробивает. Но у нашего сегодняшнего героя уже 4800 хп и 2700 натанковано. Еще раз танкует Бараск. Бараск имеет 2 снаряда, если я не ошибаюсь, барабанных. Сходу, без сведения. Вот вам советская мощь. Стреляет и вырубает его. 5 фрагов. Счет у нас 11-14, в спину заезжает Е25, который сразу же умирает по своему незнанию, выкатываются на него постепенно противники. Т-34-85 для него в принципе не представляет никакой угрозы. Без проблем его добирают, остаются всего 2 танка, Нашорн и Хумель. Насорн или Насхорн, не знаю как правильно читается, прошу прощения. Будем говорить Нашорн, будем по-английски читать. Это ПТшка 7 уровня Германии. Имеет довольно неплохое орудие, ну, конечно, это все песок, я на 6-х, на 5-х уровнях не играю, есть, конечно, у нас в игре люди, которым это нравится, я никого не осуждаю, мне больше нравится high level, и с 8, то есть по 10, и вам советую играть на больших уровнях, в песке играть, как по мне, скучно. Не пойми, что он делает, если честно, зачем. Тратит время на выезд трупа, он против Насхорна, в принципе, можно попробовать его убить. 3 снаряда всего остаются у него бронебойных. Светится Насхорн. Едет к нему. Есть еще артиллерия, Хумель, неприятная очень. Насхорн, к сожалению, ниже, чем забор, то есть перекинуть не получится. Осторожничает. 268 очков прочности у него, это в принципе абсолютно правильно. То есть выкатываться прям бездумно не стоит на любой технике. Особенно, когда у вас мало очков прочности.
без проблем добирает ПТшку. 8 фрагов. То есть, грубо говоря, убил почти пол команды. Бои у нас идут 15 на 15. То есть, сами посчитайте. Это очень неплохо. Ждет ответа от Хумеля. 55 секунд остается до конца боя. Ему не хватит времени, чтобы захватить. Ему, в принципе, это и не нужно, потому что это штурм, и он играл за команду обороны. Поэтому, если артиллерия не приедет к нему и не убьет его, то это будет победа. Вот за это я и не люблю эти бои, потому что, ну, непонятно. В стандартном бою все ясно, вы играете 15 на 15 до победы, либо кто захватит, либо пока всех не убьют. Потому штурм вот этот мне не особо заходит. Конечно, осуждать разработчиков не стану, они делают разнообразие, но не по мне такое. О выводах по поводу этой машины. Я думаю, после просмотра боя вы поняли, что из себя эта машина в принципе представляет. Это довольно неплохой тяжелый танк, особенно для начинающих игроков, кто хочет выкачать советскую ветку. А я уверен, таких игроков очень много. Да, это не защитник, конечно, и если у вас есть возможность приобрести защитник, выберите, конечно, его, потому что это имба танк. Но ИС-6 подойдет для тех, кто любит неспешный, неторопливый бой, но в то же время хочет получить приятные впечатления от тяжелой техники в принципе. И вот именно для вас этот танк и существует, он создан. Он довольно хороший, то есть я его к продаже, в принципе, если вам понравился, рекомендую. Это годная машина, на которой можно настреливать хорошее количество урона и, что самое главное, прокачивать экипаж и зарабатывать кредиты. Поэтому, если вам это видео понравилось, если вы хотите больше подобного контента, поставьте лайк, напишите комментарий для того, чтобы я знал, нравится вам это или нет. И подписывайтесь, конечно же, на канал. До новых встреч. Пока-пока.